Меня зовут Артем, я представляю сайт Воротнет. Сегодня мы с вами настроим электропривод для откатных ворот FAAC 740 и запишем в него пульт радиоуправления. Для начала нам потребуется снять защитный кожух привода и пластиковый пыльник, чтобы обеспечить свободный доступ к блоку управления. Далее мы с вами устанавливаем радиомодуль в разъем G2. Так как мы подключаем привод без фотоэлементов безопасности и кнопки стоп, нужно установить перемычки. Устанавливаем перемычки в колодку G1. Перемычки 3.11, 4.5, 5.6 и 6.7. Питание подключаем в разъем L и N. Теперь можно перейти к записи пульта управления. После подачи питания на радиомодуле кратковременно нажимаем кнопку Set. Светодиод на приемнике начнет мигать. В это время зажимаем кнопку пульта и держим ее в течение 5 секунд. Светодиод загорится ровным светом, тем самым подтвердит запись пульта. Отпускаем кнопку, светодиод опять мигает. Дожидаемся, пока радиомодуль выйдет с режима записи пульта и переходим к настройкам блока управления. На блоке управления для удобства настроек расположен цифровой дисплей. Под ним три кнопки: плюс, минус и кнопка F функция. Нам нужно зайти в настройки и настроить три функции. Первая функция называется LO. Это режим работы. Мы будем выбирать режим работы пошаговый полуавтоматический EP. Чтобы зайти в настройки, зажимаем кнопку F и смотрим на экран. На экране отобразится название функции. Название функции LO, режим работы. С помощью кнопок плюс и минус выбираем нужную нам функцию. Ищем ее. EP, пошагово полуавтоматический. Далее настроим усилие привода, функция FO. А на третье по счету, по стандарту, усилие привода расположено в значении 20. Мы же ставим 45, увеличиваем усилие с помощью кнопки плюс. Далее нужно настроить расположение привода относительно ворот, функция DI. На циферблате высветилось значение -3. Означает, что ваш привод расположен относительно ворот слева, и ваши ворота при открытии двигаются влево. Так как наш привод расположен справа, нам нужно поменять это значение с помощью кнопки плюс. И поменяем на значение E-. Теперь остается сохранить настройки с помощью функции статус ST. Нажимаем кнопку F, видим на экране ST, отпускаем, вернулись к первоначальному значению 0,2 к статусу автоматики. Остается установить магнитные концевые выключатели и проверить работу привода. На магнитах концевых выключателей изображен рисунок. На одном изображен квадрат, на втором изображен круг. Тот, который с квадратом, мы устанавливаем справа относительно привода. Тот, который с кругом, устанавливаем слева. За каждый магнит на блоке управления отвечает свой светодиод. FCA светодиод отвечает за ворота в положении открыто. FCC отвечает за ворота в положении закрыто. То есть, когда магнит, установленный на зубчатой рейке, будет подъезжать к приводу, светодиод должен погаснуть. Теперь нам нужно перевести ворота в ручной режим и смонтировать магниты. С помощью ключа ручной разблокировки переводим ворота в ручной режим. Вставляем его в замочную скважину, проворачиваем, потом прокручиваем рычаг расцепителя по часовой стрелке. Теперь переводим ворота в положение открыто. И монтируем магнит с изображением круга таким образом, чтобы светодиод FCA погас. Далее переводим ворота в положение закрыто.
Монтируем магнитный концевик так же, как и первый, только теперь следим за светодиодом FCC. Перевели ворота в среднее положение, и я рекомендую магнитный концевик с квадратом перевести по зубчатой рейке в направление центра створки на пару сантиметров до более плавной остановки. Теперь блокируем привод. Доводим ворота до зацепления и проверяем работу привода. Для проверки работы привода воспользуемся нашим пультом, который мы записали в радиомодуле. Нажимаем кнопку. Ворота работают. Большое спасибо за внимание. До свидания.